Приветствуем вас, дорогие друзья! Мы рады видеть вас на 16-м дне. И сегодня у нас будет тема, которую мы назвали «Свой человек» или «Доступность 24/7». 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Мы поговорим о том, как оставаться друг для друга так называемым своим человеком, то есть всегда доступным, всегда надежным и оставаться всегда в поле зрения друг друга. Поговорим о привязанности. Почему мы привязываемся друг к другу и зачем нам вообще нужна привязанность к кому-то и близкие отношения с кем-то. Хорошо? Мы всегда к чему-то привязаны. Или к кому-то. Или к кому-то привязаны. И мы выбираем себе что-то. Либо это самый близкий человек, либо это какое-то увлечение, и мы обязательно к этому привязываемся. Если мы привязываемся к каким-то увлечениям или вещам, или, знаете, как Библия называет такие вещи идолы, да? Если мы привязываемся к подобным вещам, то у нас не остается ресурсов быть живым человеком для других, для людей, для близкого человека. То есть мы перестаем иметь живые отношения. Да, то есть мы посвящаем часть себя, часть своего времени, а любое увлечение, любая зависимость, она требует посвящения времени, сил, и в том числе душевных сил. И мы забираем ту часть, которая принадлежит нашим близким и родным, и отдаем ее каким-то вещам, которые не созидают наши отношения друг с другом. 100%. И в Библии написано, помните такой стих, что все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Есть такое место, ничто не должно обладать мной. То есть никакая вещь, она не должна нами обладать. Я понимаю, что игры компьютерные, футбол и какие-то еще интересные вещи, увлекательные, это может иметь место в нашей семье, может иметь место в каждом человеке, это нормально. Но, как написано в Библии, ничто не должно обладать мной. Ничто не должно обладать мной. И Библия призывает мужей и жен стать одной плотью. Что значит одной плотью? Мы, наверное, склонны думать, многие из нас, что это какое-то духовное понятие, где мы должны как-то воединиться с мужем и женой, стать вместе, и, в общем, непонятно. Я понимаю стать одной плотью буквально. Мы должны быть друг для друга самыми близкими людьми на этой земле. Что это значит? Это значит, что мы должны быть едиными. Едиными в чем? Во взглядах, во мнениях, в ценностях. Это очень важно для семьи. Если в семье есть большая разница в таких вещах, то строить отношения с таким человеком в браке вам будет очень и очень сложно, потому что это конфликты, которые невозможно разрешить и невозможно преодолеть. Вот, например, насколько дети рядом с мамой, чаще всего мама дома, насколько дети рядом с мамой, и они как-то себя ведут, что-то делают, что-то... Вот, например, наши дети привыкли, что когда меня дома нету, я прихожу, и я все про них знаю. Вот как так получается? Вот мне кажется, что вот здесь уместно 24/7, то есть оно как... Наши дети иногда даже думают, что я все слышу, что они дома говорят, потому что мы с Мариной все знаем друг о друге, и все, что происходит дома, вот как-то так получается. Вроде бы мы не планируем общаться и разговаривать 24/7, но мы друг про друга все знаем, и то, что творится в доме. И идея сегодняшнего урока, она такая: мы должны иметь доступ друг к другу, в первую очередь, эмоционально. То есть мы должны быть открытыми друг для друга, прозрачными. Мы должны быть главными людьми в жизни друг для друга. Это точно не мама или папа, и даже не дети, и никакие увлечения, даже не карьера. Все это важно, но все это должно отходить на второй план, когда вопрос касается выбора, когда перед нами стоит выбор, кого я сейчас выберу, кому я сейчас посвящу свое время, свои душевные силы, с кем больше всего я хочу быть близким, кто первый узнает о том, что со мной происходит, кто первый узнает о каких-то важных новостях в моей жизни, кому я в первую очередь обращаюсь за помощью, у кого я бегу в первую очередь что-то спрашивать и делиться чем-то хорошим или плохим, с кем я чаще всего в течение дня поддерживаю связь, с кем я созваниваюсь. На все эти вопросы очень важно себе ответить, чтобы понять, кто главный человек в моей жизни, во-первых, а во-вторых, понять, насколько наши отношения с женой или с мужем, они близки, насколько они построены. Потому что в жизни есть очень много перекосов. Нас могут увлекать разные вещи.
как сказал Гена, хобби, увлечения, нас могут увлекать другие люди. И муж и жена, они вот есть в нашей жизни, и они так хорошо вписываются как-то, мы уже приловчились так, но мы не можем сказать, что я могу рассчитывать на своего человека, самого близкого, во всем, абсолютно во всем, и 24 часа в сутки. Да, вот, например, у меня есть такой, ну, пример, такой маленький пример. Мы поехали однажды с Виктором, с пастором нашим, покупать для церкви камеру. Просто мы поехали вместе. Я должен был выбрать хорошую камеру, фотоаппарат для церкви. И мы обсуждали, стояли возле магазина, что покупать, какие линзы покупать. И ко мне позвонила Марина. Это было давно, наверное, лет 12 назад. Да, наверное, лет 12, да? Около того, ну, неважно, когда это было. Но, тем не менее, ко мне позвонила Марина, я достал телефон из кармана, и пастор увидел, что это Марина звонит, и не ответил Марине. Я просто, ну, поставил на тихое, чтобы не было слышно звука. Но пастор наш, он увидел, что это звонила Марина, он говорит, ответь ей, это важнее. То есть, понимаете, неважно, даже если ты находишься с каким-то самым важным человеком, как тебе кажется, в этом мире, но семья важнее, чем все, что происходит вокруг тебя, вокруг твоей работы, вокруг твоей карьеры. Если звонит жена, ты должен бросить все и ответить на телефон. Конечно, не нужно воспринимать этот совет буквально, потому что есть случаи, когда мы действительно не можем быть доступны друг для друга, и мы не должны манипулировать этим и брать друг с друга обещания, что вот каждый раз, когда я буду звонить, ты обязан мне ответить. Или каждый раз, когда я там захочу что-то, ты должен быть там. Ну, такого не бывает в жизни. Ситуации в жизни бывают разные, но принцип, он остается принципом. И в первую очередь мы говорим даже не о физической доступности друг друга в течение дня, а мы, наверное, больше даже говорим об эмоциональной доступности друг друга, когда мы не закрываемся друг от друга, когда мы не становимся друг для друга такой стеной, через которую мы не можем пробиться. Когда наш муж, я буду говорить про мужа, да, он недоступен для жены. Когда жена знает, вот когда мне плохо, вот, то моего мужа лучше не трогать, потому что он с тем, что мне плохо, он не справится. Потому что он начнет включать синдром, есть такая шутка, у мужа 37,2. То есть когда у мужа температура 37,2, то он умирает, и весь дом все вымирает, и все носятся возле мужа, потому что у мужа температура там на 2 градуса поднялась. Мы должны быть взрослыми людьми по отношению друг к другу, и мы должны выносить эмоции друг друга. С каждым из нас постоянно что-то будет происходить. Один будет слабее, второй будет сильнее. Мы всегда будем нуждаться друг в друге, в помощи, в каком-то ответе друг от друга. У нас есть потребности, и очень важно быть доступными друг для друга, чтобы нам не приходилось, как написано в Библии, идти пить из другого колодца, чтобы нам не приходилось искать какой-то помощи, какой-то близости на стороне. Это не исключает, конечно, того, что у нас есть друзья, подруги, у нас есть родители, с которыми у нас могут быть хорошие, близкие отношения. Но в первую очередь смысл в том, что муж и жена должны быть всегда друг для друга эмоционально и физически доступными. Когда Библия говорит о том, что мы не властны над своим телом, я думаю, что уместно было бы сказать, что мы не властны также в какой-то степени и над своей душой, потому что все-таки мы в семье, мы близкие люди друг для друга. И если мы будем ставить какие-то границы друг с другом, какие-то стены, какие-то такие уровни, что вот до сюда ты можешь, а там дальше меня не касайся, я это уже не вынесу, то близких отношений не получится. И когда мы говорим о том, что мы должны быть главными людьми друг для друга, что мы должны ставить семью на первое место, это не значит, что мы должны боготворить друг друга, преклоняться и делать друг из друга каких-то идолов. Нет, речь не об этом, у всех нас должна быть мудрость в этом вопросе. Но наша мысль, она о том, что мы должны быть друг для друга доступными в эмоциональном плане, в физическом плане, в душевном плане, и мы должны иметь вот эту вот близость и строить отношения друг с другом в первую очередь, а не с другими людьми, потому что всегда будет что-то, что будет забирать эту близость, всегда дьявол будет предлагать нам какие-то вещи взамен того, чтобы мы были как муж и жена, чтобы мы были одной плотью. Всегда в эту одну плоть будет пытаться что-то влезть. Пытаться разорвать эту связь И мы во должны... всех планах, эмоциональную, физическую.
Да, на всех уровнях. Есть такое выражение, я его часто повторяю, что дьявол будет сделать все возможное, чтобы мы имели интимную связь до брака, и будет делать все возможное, чтобы мы не имели ее после брака. Это касается не только интимных отношений, но и душевной близости и физической доступности друг друга. То есть до брака нам кажется, что мы готовы на все, но это же наш человек, нам так нравится, нам хорошо вместе. Но после брака картина может быть абсолютно другой. И очень важно взять себе за принцип, что мы всегда открыты друг для друга, что мы всегда доступны друг другу. И мы призываем вас обращать на это внимание и работать над этим. На сегодня мы с вами прощаемся и ждем с нетерпением завтрашнего дня. До встречи.